Истории из жизни. Прежде чем я вам поведаю этот интересный рассказ, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого видео. Приятного просмотра. Мы с женой женаты 4 года и давно собирались ездить отдохнуть на море. Татьяне, так зовут мою жену, очень нравилось отдыхать на море. И вот наконец решили съездить отдохнуть на море на машине. Так вот добрались, нашли очень хорошую маленькую бухтачку. Сам удивляюсь, как мы ее нашли, ведь мы просто остановились справить нужду. Со стороны дороги она была закрыта большими деревьями и кустами. Но, видимо, мы не единственные ее нашли, так как потом, осмотревшись между кустов, мы нашли узкий проезд для машины, явно сделанный человеком. Короче, разместились как нельзя лучше. Разбили палатку и сделали все, чтобы жизнь там стала приятной. 2 дня мы наслаждались одиночеством и морем. Ездили в соседний поселок на рынок, чтобы пополнить наши припасы, купались, загорали голышом. Но ближе к вечеру 3-го дня мы услышали звук мотора и увидели машину, заезжающую сквозь кусты к нам в бухту. Честно говоря, мы перепугались так, как в машине сидели 3 молодых парней, лет по 30. Парни направились в мою сторону, и пока они шли, я обратил внимание, что они очень хорошо одеты. Одежда сидела на них, как будто ее специально шили на них. Также я обратил внимание, что они были достаточно рослые и приятно накачанные. У Меля сразу мелькнула мысль, что я с ними голыми руками не справлюсь, и уже приготовился к неприятному разговору, а может быть и хуже. Но подойдя ко мне, они вежливо поздоровались, протянув по очереди руки для рукопожатия. Они попросили извинения за то, что они помешали нашему отдыху, и объяснили, что они каждый год ездят на это место отдыхать. Они спросили разрешения разместиться в другом углу бухточки, пообещав не мешать нашему отдыху. Мне ничего не оставалось, как согласиться на их просьбу, так как это было их место. Придя в палатку, мы поговорили с женой и решили, что сегодня уже поздно куда-либо срываться, а завтра посмотрим по обстановке, так как нам очень не хотелось уезжать отсюда. Вечером мы с женой сидели у костра, готовили ужин, не забывая посматривать в сторону наших соседей. Надо сказать, что ввиду того, что бухта была маленькой, между нами было не больше 30 метров. Через некоторое время пришел один из парней и любезно пригласил нас к своему костру поужинать и познакомиться. После такого любезного приглашения мы не могли отказаться. Парни оказались очень приветливыми и веселыми, и то напряжение, которое было в начале, все пропало. Мы сидели, пили вино, знакомились, расспрашивали друг друга, откуда кто. Парни оказались из Москвы, и их звали Александр, Николай и Виктор. Я не мог не заметить, что с каждым бокалом вина они все чаще смотрели на мою жену, а она у меня еще та красавица. У меня в душе появилось такое чувство, неизвестное мне раньше, ревность. Следующие 2 дня нас сблизили еще больше, мы вместе загорали, купались, смеялись, вечерами пили вино, танцевали. Надо сказать, парни прям выстраивались в очередь, кто следующий будет танцевать с Татьяной. И ей это внимание со стороны красивых парней, конечно же, нравилось. Вечером 3-го дня с приезда парней мы, как всегда, сидели у костра, разговаривали, пили вино. Татьяна, сославшись на усталость, пошла пораньше спать, я остался парнями пить вино, благо его на море много. Еще через некоторое время Николай и Виктор тоже ушли спать. Оставшись с Александром, Александр, как бы невзначай, стал говорить о Татьяне, о том, какая она красивая и все такое прочее, и также невзначай спросил, что мне, наверное, тяжело с такой красивой женщиной, и о том, что она мне, наверное, изменяет. Я, конечно, возразил, хотя сам сказал и засомневался. На этом мы и разошлись по палаткам. Зайдя в палатку, я посмотрел на мирно спящую Татьяну и подумал, неужели она сможет мне изменить. День прошел как обычно. Вечером я сделал вид, что не выспался из-за вчерашней ночи, и пошел спать. А сам лежал и прислушивался к разговорам возле костра. Но моя жена старалась перевести все разговоры в шутку. Видимо, чтобы ускорить события, Николай и Виктор удалились якобы спать. А Александр предложил Татьяне прогуляться вдоль берега, и, как ни странно, она согласилась. Я, недолго думая, выбрался из палатки и пошел за ними следить. Когда я их увидел, то там началось то самое, о чем вы могли уже догадаться, дорогие зрители.
За этим занятием их и застали Николай и Виктор. И там все продолжилось, но меня никто не видел. На следующий день мы уехали, но жена ничего не рассказала о том, что там произошло. Ваши лайки – лучшая мотивация рассказывать еще такие истории. Спасибо всем, кто их ставит. Если смотрели с интересом, не будьте безразличными, ставьте лайк. Вам ничего не стоит.